Всем привет, Оз на связи. И в этом видео поговорим об одном из самых важных атрибутов, это урон. На канале будет целая серия роликов про этот показатель, так что обязательно подпишись и расскажи друзьям про мой канал, а они пусть расскажут своим друзьям. А еще я напоминаю вам, что если вы устали донатить в игру, но вам очень хочется куда-то задонатить, отправьте донат на мой канал, ссылка в описании. Перед просмотром рекомендую налить себе чайку и устроиться поудобнее, а мы начинаем. Речь пойдет об уроне пехоты. Урон – это способность ваших солдат убивать, и чем выше урон, тем больше войск вы сможете убить. Для каждого вида войск в нашей игре есть два типа урона. Это урон наносимый, то есть урон, который наносит ваше войско, и урон полученный, то есть тот урон, который вам наносит войско врага. По сути, полученный урон – это что-то типа снижения вражеского урона. Этот показатель всегда отображается в отчетах со знаком минус. Надеюсь, с этим все понятно. Теперь давайте разберемся, где же нам улучшить эти показатели и стать сильнее. Итак, урон, получаемый пехотой. Начнем с навыков лорда. Переходим в навыки. Первая красная ветка битвы. Нас интересует навык крепкий щит. Изучив этот навык на максимум, мы сможем получить целых 20% снижения урона пехоты, и это очень хорошо. Навык крепкий щит есть у всех боевых героев. Он даст вам минус 5% к полученному урону пехоты. Чтобы изучить этот талант, вам понадобится 20 очков навыка на таких героев, как Джао Юнь, Сельма, Кристина, Святой Щит, Бастион и Пожиратель душ. Этот талант также есть у героев Джерарда, Бернарда, Торговца и Рогатого Предводителя Колесниц. А вот у героев Скиталец Ветра, Рыцарь Смерти, Воин Пустоши, Дикий Мечник, Стрела Бога Любви и Мастер Песни Войны, чуть язык не сломал. Для изучения этого навыка нужно всего 5 очков. Используйте очки навыков с умом. Далее перейдем к снаряжению. Нас интересует набор Архангела, а конкретно броня и кольцо. Благодаря перековке снаряжения мы можем получить снижение урона пехоты на 1,8%. Мы можем накрутить сразу 3 таких навыка на кольце и 3 на броне. В итоге мы можем получить 6 навыков на одном наборе снаряжения. А это уже 10,8%. Плюс ко всему вы можете улучшать снаряжение посредством эволюции и увеличить показатели этого навыка. Как вы видите, этот навык оранжевого цвета, значит получить его не так просто. Выкрутить его за камни перековки очень и очень дорого. Но пробуйте, и у вас все получится. Есть еще одно снаряжение, где мы можем получить снижение урона пехоты. Это набор Зверского Гладиатора. Если мы соберем золотой сет, то есть оденем все 6 снаряжений на нашего героя, то мы сможем получить дополнительные 3% к урону, полученному пехотой. Теперь давайте заглянем в башню древних и перейдем в книгу Вечной Жизни. Здесь у нас есть первая глава рубежа и наука снижения урона пехоты. Она добавит нам еще 2,5%. А мы едем дальше. Давайте перейдем в науку Альянса. Да-да, ребята, наука Альянса также имеет полезные атрибуты для каждого игрока, поэтому качать ее обязательно всем и всегда. Если вы, конечно, не мухомор. Наука второго ранга называется Сокрушитель пехоты. Если закрыть ее на максимум, то можно получить еще плюс 10 к полученному урону пехоты. Качается она за песчаник, адамант и другие ресурсы Альянса. Помимо науки Альянса, нам поможет чудо Альянса, а точнее звездная карта. Открываем личную звездную карту и идем по синей ветке. И идешь, и идешь, и идешь, и вот нужный нам навык, который добавит нам еще 5% снижения урона пехоты. Звездная карта может быть 4 видов, поэтому у вас этот навык может быть на другом месте, но он точно будет в синей ветке. Теперь давайте вернемся к героям. Насколько нам с вами известно, Сельма и Воин Пустоши – это герои для пехоты, и у них есть активные навыки. Откроем Сельму, и в самом низу красной ветки мы увидим знакомый нам навык Крепкий щит. Он добавит нам еще 5% к снижению урона пехоты. Как вы видите, у меня он не открыт, я просто отдал предпочтение другим навыкам, но если вы усиленно работаете над пехотой, то он вам точно пригодится. Перейдем к Воину Пустоши. Здесь все проще. Просто собирайте карты вербовки и открывайте активные навыки. Я уже не помню, но вроде бы 14 тысяч карт и навык ваш. При условии, что вы уже открыли 2 предыдущих. Навык длится 1 час, перезарядка 8 часов и дает он еще 5%, а также добавляет 1% снижения урона других войск. Эти активные навыки работают всегда, не нужно брать героя в поход, просто включите этот навык. Также есть драгоценные камни, такие как изумруд.
У меня он серого качества и дает всего лишь 1,6%, но есть оранжевый камень, который даст целых 8%. Ну и, пожалуй, последнее – это строй войск. У меня здесь не густо, но я нашел вот такие навыки. Это одиночный полученный урон пехоты при обороне. И есть такой же навык, но только при нападении. Проценты зависят от цвета навыка. А мы переходим к самой вкусной части видео. Если у тебя закончился чаек, поставь на паузу и сгоняй за добавкой. Сейчас буду рассказывать про урон пехоты. Чтобы сделать вашу пехоту грозой королевства, вам нужен конский урон, как бы абсурдно это ни звучало. Итак, давайте начнем с драконьего стекла 38 или 39 уровня. Мы можем получить всеобщий урон около 3%, если обработать это стекло. А также на 38 стекле при заряде на 100% мы получим скрытый атрибут, и это опять будет всеобщий урон. Этот навык прибавляет проценты на все войска и на пехоту в том числе. По традиции зайдем в академию и перейдем в раздел отборные войска. Здесь у нас есть наука фаланга 1, которая добавит нам 5%, и наука фаланга 2, которая также добавит нам 5%. Далее смотрим раздел расширенный урон, и здесь также две науки. Она так и называется — расширенный урон пехоты. Первая даст нам 3%, а наука под номером 2 даст нам 5%. Итого с академии мы можем вытащить 18% к урону пехоты. Не торопитесь уходить из академии, давайте заглянем в волшебную книгу «Магия благословения ветра». Кстати, эта магия, как и драконье стекло, даст нам всеобщий урон. И если улучшить эту магию на максимум, можно получить дополнительно 10%. Герои. Куда мы без них? И опять в вопросах с пехотой нам поможет Сельма. У нее есть навык поста «Острый меч». Максимум здесь можно получить 10,5%. Как указано в описании, этот навык действует только когда герой на посту, но если я не ошибаюсь, он действует везде, где есть Сельма. То есть, если в поход вы взяли Сельму, то вы получите этот навык. Если это не так, комментарии под видео открыты, и ты можешь писать там что угодно. Не забывай об этом. Есть еще один герой-пехотинец, это Дикий Мечник, и у него есть активный навык «Смутный клинок», который добавит еще 10% к урону пехоты. Напомню, этот навык нужно просто включить, и он будет работать, а ваш герой может спокойно париться в джакузи, пока вы отчаянно сражаетесь. Кстати, количество героев тоже может улучшить ваши атрибуты. Вот здесь у нас есть руководство героев, и если набрать 3000 очков, то можно получить еще 1% к урону пехоты. Такое же руководство есть и в разделе украшений замка. Набрав 10 тысяч очков в этом руководстве, мы получим еще 5%. Урон пехоты 2% мы получим, набрав уже 5500 очков. За 10 тысяч, 5000 и 1000 очков мы получим по 1% всеобщего урона. Итого 5%. Поэтому собирать облики замков, крылья и другие украшения тоже полезное занятие. Теперь перейдем в науку Альянса 2 ранг. Наука Король пехоты добавит еще 10%. Не забываем качать науку Альянса. Святилище драконьих слов. Нас интересуют мощные слова. 8-й порядок. Это убийца богов или упавшие небеса. Но упавшие небеса — это древнее слово, и графемы, которые вы потратите, чтобы его включить, у вас исчезнут. Поэтому, если вы его еще не купили, не советую вам этого делать. Лучше потерпите и соберите на убийцу богов, ну а потом вам будет проще собрать слово 9-го порядка «истребление». Все эти слова дадут нам по 6% к урону пехоты. Если у вас не хватает на эти слова, попробуйте слово 8-го порядка «ужасать». Оно даст вам 3%. В замке есть такая постройка, как чудо. И если построить его до 6-й звезды, мы можем получить еще 2% к урону пехоты. В казармах есть функция продвижения войск. Переходим в пехоту и видим, что здесь мы тоже можем получить урон пехоты. У меня на данный момент 171 уровень, и я имею 4,5% к урону пехоты. Как утверждает подсказка, мы можем получить 5%, и у нас есть шанс получить еще 5%. Как это работает, я так и не понял, но факт в том, что здесь мы тоже можем увеличить урон. Драгоценные камни. Откроем руководство, и здесь у нас есть камень, который называется турмалин. Максимально можно получить 8% к урону пехоты, поэтому забираем кирки везде. Строй войск. Как говорят многие игроки, вся статистика теперь здесь.
Итак, если мы соберем 6 из 8 строев одинакового цвета и поставим их в один строй, то получим бонусы к урону пехоты. Например, если это будет 6 зеленых строев пехоты, они нам дадут 1%, 6 синих строев пехоты 3%, 6 фиолетовых 5%, и если мы соберем 6 оранжевых строев для пехоты, то мы получим 8% урона. Чтобы этот урон работал, строй войск нужно брать в поход или ставить на защиту. Плюс ко всему, вам могут выпасть дополнительные атрибуты строя, где будет урон пехот. У меня, к сожалению, таких пока нет. Поговаривают, что есть навык дракона «Тяжелая атака», который даст нам 5% к урону пехоты. Но я такой пока не видел. Если вы видели, дайте знать, где и когда. В общем, на этом, я думаю, пора заканчивать. Если я что-то забыл, давайте по традиции вы напишите об этом в комментариях. И если комментов будет много, я сделаю выпуск из ваших подсказок. Обязательно поставьте свою оценку этому видео и поделитесь им с друзьями. А также не забывайте про поддержку канала, это лучшая мотивация делать для вас качественный контент. Ну что ж, Оз был на связи, до встречи в следующих видео.